Общественная палата занимается всем Кавказом. Мы считаем, что Кавказ единое цивилизационное историческое пространство. Но, конечно, большую часть наших усилий мы прилагаем к Северному Кавказу, к разным его регионам, республикам. Существует проект у нас «Мир Кавказу». Мы ездим по разным регионам Кавказа, встречаемся с людьми, задаем им два вопроса. В чем проблема, в чем вы видите решение проблемы. Кроме этого, в этом году мы предложили к подписанию меморандума о совместном противодействии насилию и экстремизму межнациональной розни, под которым подписались сотни самых разных конфликтующих между собой общественных, национальных, религиозных движений Кавказа. Но, судя по трагическим событиям последних дней, насилие не прекращается, общий фон кавказской жизни, к сожалению, остается террористическим. В этой ситуации, мне кажется, наиболее важно обсуждать перспективы мирных и внятных проектов. Бизнес – это то, что увлекает людей, занимает людей, но фон, на котором это обсуждение проходит, никуда нельзя деть. Мы не можем лгать себе, лгать всем тем, кто нас слышит, кто нас слушает, что все нормально, все в порядке. Это не подход, как мне кажется. Мне кажется, что мирное урегулирование, мирный процесс на Кавказе связан в частности и с инвестициями, в частности связан с нормальной кредитной политикой, связан с развитием бизнеса, который существует не только в рамках подошел к бюджету, хапнул из бюджета, взял, ушел, перевел деньги в другой регион, но и с нормальными формами бизнеса, потому что бизнес является естественным продолжением человеческого творчества, человеческой активности, вложения человеческой жизни, человеческой энергии. И свобода бизнеса, нормальная ситуация, социально-политическая ситуация является не просто ситуацией для того, чтобы люди деньги зарабатывали, а для того, чтобы люди притворяли свою жизненную энергию в тот формат, в котором им это наиболее естественным кажется. То есть осуществляли свое естественное право на свободное развитие, на свободное вложение своего человеческого творческого потенциала. Я думаю, что те, кто не был на Кавказе, тоже должны привыкнуть к тому, что Кавказ — это уже Россия, понимаете, и все российские болячки, которые существуют, или те или иные проблемы, они существуют на Кавказе в каких-то своих формах. Что касается вопроса сегодняшнего о том, возможно ли и так далее, я думаю, вопрос риторический, конечно. Возможно, в чем проблемы? Проблемы, на мой взгляд, они многообразны. Мы сразу все проблемы, которые являются составляющей кавказских проблем, вряд ли сможем разобрать. И вот когда мы говорим о криминальной ситуации и так далее, то там есть ответственность разных структур. Есть ответственность государства, силовых структур, есть ответственность гражданского общества, есть ответственность бизнеса. И вот мне хочется сказать, что одна из составляющих, которая, на мой взгляд, требует какого-то шевеления, это взаимодействие людей, представляющих какие-то общественные слои. Я представляю, так сказать, слои, связанные с бизнесом, с малым, средним бизнесом, иногда с более крупным бизнесом. И вот в системе развития экономики Северного Кавказа, на мой взгляд, существует одна проблема, которую в какой-то степени даже поддерживает невольно федеральный центр. Когда существует система развития Северного Кавказа, то взаимодействие между федеральным центром и регионами, они идут как-то по одной дороге. На мой взгляд, одна из проблем — это снижение или даже отсутствие горизонтальных экономических связей между регионами Северного Кавказа. То есть в более спокойное время, прошлое, это была достаточно сильно взаимодействующая экономическая структура. Существовали там такие, предположим, в советское время системы, как Агропромстрой и так далее, и так далее. Ну, я не к тому, чтобы возвращаться к этим системам, но люди взаимодействуют, друг друга лучше знают тогда, когда они торгуют, совместно зарабатывают деньги, ездят по делам друг к другу и так далее. Вот одна из проблем, на мой взгляд, которую нужно решать с помощью бизнеса и с помощью содействия бизнесу, это развитие горизонтальных экономических связей между регионами. Мы в Грозном видим торговые центры, огромные торговые какие-то сети, да, туда. В Грозном, по-моему, открыт один из первых, где сетевой, что у вас там, Ростикс открыт или что там в Грозном открыто? Так, недавно. Этот Starbucks
Starbucks в Грозном открыт был, да, недавно. Это достаточно важный момент. Если на Кавказ приходит такая мировая сеть, как Starbucks, а я знаю, как трудно в Кавказский регион даже Макдональдс было привезти в Пятигорск, прямо скажем. И вот в Грозный приходит Starbucks. За счет чего? Это же доверие, на самом деле, к инвестиционному какому-то пространству. Правда ведь? Это же серьезные инвестиции Starbucks. Расскажите нам вот о реальном бизнесе, не о том, как Рамзан Ахматович там... Конечно, это мы так все конечно. Мы сегодня, наверное, инвестиции привлекают в Чеченскую Республику, на самом деле, безопасность, наверное. Да? Бизнес в первую очередь идет туда, где безопасно. Несмотря на то, что по сегодняшний день многие мои партнеры, как компания Чечен Холод в России, в Москве, по сегодняшний день боятся приехать к нам, несмотря на то, что мы 5 лет уже работаем совместно, 5-6 лет работаем вместе. Однако на самом деле в Чеченской Республике слово «безопасность» это не просто слово, действительно, значит, и в остальных республиках Северного Кавказа, к сожалению, да, намного небезопаснее, чем в Чеченской Республике. Прибыв туда, пожив там, посмотрев ситуацию, здесь присутствует представитель компании Green Market Conferences Лев Гитер, который неоднократно у нас бывал совместно с нашей ассоциацией малого бизнеса, проводил выставки, бизнес-форумы. Там на месте люди понимают, насколько действительно безопасность в республике обеспечена. И слово «война» на самом деле, может даже, к сожалению, мы его уже забываем. Больше настораживает другой момент, именно связанный с потерей наших традиционных культурных ценностей, так как в молодежной среде, как было сказано, что очень приличная часть населения это молодые люди, не только в Дагестане, но и на Северном Кавказе. И поэтому наблюдается такая тенденция, когда молодые люди теряют свои традиционные какие-то моменты, и шкала, линейка ценностей молодого человека, она очень сильно меняется не в лучшую сторону. Когда молодые люди пытаются подражать каким-то непонятным таким образом, а что касается в целом, когда это берется уже, как говорится, в большой массе, то эта критическая масса набирает определенную такую нездоровую, как говорится, тенденцию. Туманно вы как-то выражаетесь. А вы уточняете, я вам уточняю. Ну мы все испугались уже, потому что какие-то молодые люди пытаются подражать чему-то нездоровому, и все это набирает критическую тенденцию. Да, потому что... Можно конкретнее, что вы имеете в виду? Конкретнее я скажу, что Дагестан, к сожалению, теряет свои традиционные, так скажем, свои традиции, я так скажу. Сегодня в воспитании молодого человека присутствует, ну, мы можем говорить еще в большей степени, конечно, и об институте семьи, который очень сильно влияет. Так вот, сегодня воспитание молодого человека, оно идет, может быть, по несколько иным критериям, во всяком случае, я могу сказать, в Дагестане. И сегодня дагестанская молодежь, если мы сегодня будем спрашивать и проводить определенные исследования на предмет того, что какие ценности у молодого человека, шкала ценностей и так далее, то очень сильно они поменялись. Разве нет? Я не знаю. А вы знаете, вы приезжаете часто в Дагестан, и я уверен, что вы являетесь экспертом по Дагестану. Поэтому я думаю, что в этой части, когда вот огромная критическая масса, она набирает определенную уже, так скажем, такую количественную характеристику, сегодня могут идти те неприятные, необратимые процессы, которые с учетом особенного нашего положения и в большой геополитике, они усугубляют эти ситуации. Я хочу сказать несколько слов хороших о Кавказе. Что там вот точно является огромным плюсом для работы, реальной работы в бизнесе? Это человеческие отношения. Человеческий тип кавказский, это тип, с которым, если ты начинаешь с человеком иметь дружеские отношения, то ты можешь быть уверен в порядочности этих отношений. Конечно, всегда бывают исключения, не хочу тоже воспевать никакие-то саги, кому-то петь, но это факт. И это является одним из важнейших форматов бизнеса в Кавказском регионе. Это ярко проявленный человеческий тип.
который не позволяет применять общие схемы, взятые из учебников. Да, с учебниками туда, наверное, прийти трудно, но с желанием рискнуть, как и везде, бизнес это везде риск, и в Гонконге это риск, но с желанием рискнуть, желанием установить отношения прямые, инвестиционные отношения, заключить партнерство, это приводит к серьезной прибыли. Кавказ для тех, кто сумеет решить эту головоломку, сегодня является местом доходного, удачного, но, как и везде, небезопасного бизнеса. Везде есть свои риски. Но доходность бизнеса на Кавказе, могу сказать, потому что я знаю людей, которые этим занимаются, сильно превышает даже те достаточно серьезные риски, которые там существуют. О Кавказе, к сожалению, мало разговоров именно в таком формате, в таком содержании. Очень часто о Кавказе говорят лишь в негативном контексте и в таком одностороннем осуждающем контексте. Поэтому сегодняшний разговор, на мой взгляд, очень полезный, очень продуктивный, потому что люди, представители совершенно разных сфер, разных регионов обсуждали, на мой взгляд, очень важную проблему, как сделать экономику Северного Кавказа привлекательней, как сделать так, чтобы кавказская молодежь занималась предпринимательством, малым предпринимательством, где искать источники финансов, как, скажем так, заставить власти внимательнее относиться к этой проблеме. Поэтому разговор был очень, на мой взгляд, серьезный, высокий, но следует отметить, что разговор получился, наверное, больше таким политическим, нежели экономическим. И на то есть определенные объяснения, потому что проблема экономическая, на мой взгляд, не может быть рывка экономического без того, чтобы решить ключевые политические проблемы в регионе. И об этих проблемах сегодня говорилось. Экономика не может строиться на рыхлом политическом фундаменте. Поэтому, наверное, здесь вот доминировали именно вот такие акценты политические. Очень много говорилось о ментальности кавказской и вот как это соотносится с инновационной экономикой. На мой взгляд, все будет нормально, потому что на Кавказе очень большое количество молодежи активной, которая хочет заниматься предпринимательством, несмотря на все препоны, вопреки всем тем, скажем так, субъективным и объективным препятствиям, которые перед ними стоят. И я убежден, что вот их пассионарный дух, их воля, их стремление к экономической активности, предпринимательству, их трудолюбие будет очень важным, главным фактором возрождения всего региона.